Они использовали эту дуру в темную или в светлую. Как-то вот так, вот так, вот так, вот так. Таких, как я в царской России, жидовский смутьян называли. Получается плохо. Здравствуйте, я Александр Беленький, обозреватель по боксу. Обещаю, что будет интересно. Сегодня тема нашего разговора – недавний бой Геннадия Головкина с Саулом Альваресом, который состоялся в субботу, 16 сентября. Я вынужденно немножко расскажу о том, что было до боя, потому что в некотором смысле все главное до боя и произошло. Геннадий Головкин много лет хотел встретиться с Саулом Альваресом и всяческие запросы посылал, выказывал интерес. Ну, а ему отвечали в стиле, там, приходите завтра, или, как мы в школе говорили, ни бэ, ни мэ, ни кукаре. В общем, не жаждал Альварес и стоявший за ним его промоутер и бывший великий боксер Оскар де ла Хойя организовывать этот поединок. Почему Головкин, безусловно, один из лучших боксеров во всех весах и многолетний чемпион в среднем весе, там, по многим версиям, почему он добивался права, ну, не добивался, но хотел встретиться с Альваресом? Потому что Альварес суперзвезда, потому что за бой с ним ты получишь в 10 раз больше, чем за бой с любым другим соперником. Вполне понятное желание. Ну и Альварес, он, так сказать, вел себя как король, а с де ла Хойей они вели себя как два короля. Вот. В общем, они не жаждали и, так сказать, уклонялись немножко от этого счастья. И только в начале этого года разговоры, наконец, приобрели какую-то конкретику, и где-то в апреле там стало ясно, что бой состоится. Говорили, что вот то, что Геннадий Головкин провел не очень уверенный бой против Дэниела Джейкобса, сыграл вот определенную роль. Ну, не знаю, Головкин победил Джейкобса и с хорошим преимуществом, но не так сокрушительно, как ожидали. Может быть, может быть. Да, Головкин вроде бы даже сам говорил, что он чуть ли не специально выглядел послабее, чтобы Альварес не спрыгнул. Ну, неважно. Важно, что бой состоялся. Важно, что был заключен контракт. То, что мы знаем об этом контракте сейчас, мы не знали тогда. Но я, тем не менее, расскажу об этом, потому что в свете того, что произошло, это очень важно. В контракте было два любопытных условия. Может быть, были другие, но это вот те, о которых мы знаем сейчас. Альварес выходил на ринг вторым, как чемпион. Обычно на ринг вторым выходит чемпион. Ну, знаете, вторым, ну, это показуха, это мелочь, это ерунда. А вот второе условие было серьезное, это право на матч-реванш. Как правило, право на матч-реванш, оно обычно прописывается в контрактах и часто прописывается, больше, чем в 50, наверное, процентах случаев. Правом на матч-реванш имеет чемпион. Он теряет титул, имеет право попытаться вернуть его. Это вполне логично, не правда ли? Если там уж очень какой-то высокий статус у претендента, правом на матч-реванш обладают оба. Но я не знаю ни одного случая, чтобы право на матч-реванш автоматически давалось только претенденту. В данном случае оно так и было. В случае победы Альвареса он ничего не был должен Головкин. То есть захотел бы, дал матч-реванш, не захотел бы, не дал. А вот если Головкин победил бы, то он по-любому обязан был дать Альваресу матч-реванш. Это совершенно что-то запредельное. Ну, такова жизнь, так сказать, одни равнее других. Нам придется с этим смириться, да? В любом случае, Головкин, которому светило получить за этот бой едва ли не больше, чем за всю предыдущую карьеру, на это согласился, и я его в этом полностью поддерживаю. Альварес выходил в ринг, прекрасно зная, что его будут поддерживать. Мы понимаем, да, что Альварес – это такая рыжая верхушка огромного айсберга, а подводная его часть – это и де ла Хойя. Ну, тоже не ахти какая подводная, там гораздо более интересные наверняка люди есть. Но это не важно. Он знал, что его будут поддерживать. И действительно его поддерживали, телевизионщики показывали повторы вот в перерывах. Всегда, вот если Альваресу хоть что-то удавалось, там какой-то красивый эпизод, он обязательно был в повторах. Эпизоды в пользу Головкина были гораздо меньше. То есть это такой хорошо известный способ создать впечатление, что ведет бой не совсем тот, кто его ведет на самом деле. По общему мнению, в бою победил Головкин. Это показывают опросы, проведенные и в Америке, и много где еще. Там высказались известные личности, об этом мы чуть позже скажем. Вот. Но это не важно, мы не будем об этом спорить. Для нас важен судейский вердикт.
что вот бой закончился, объявляется результат, и тут первый шок. Девушка по имени Аделаида Бёрд отдала победу Альваресу со счетом 118-110. То есть она сочла, что Головкин выиграл только 2 раунда. Двое других значит, арбитров, мужички, они там пообъективнее были. Один отдал все-таки победу Головкину 115-113, то есть 7 раундов против 5. А третий, Дон Трелло, поставил ничейные очки 114-114. Таким образом, общий результат был ничья. Не ахти какой справедливый, прямо скажем. Вот. Но здесь вот я вернусь немножко к Аделаиде Бёрд, которая поставила 118-110. Это был гениальный шаг организаторов. И для меня только один вопрос открыт. Они использовали эту дуру в темную или в светлую? Вот. Так как дура, вполне возможно, что в темную. Репутация ее известна. Она часто давала какие-то такие косые решения. Известно, что она поклонница Альвареса. Было заведомо ясно, что она проголосует за него. А теперь была такая возможность сосредоточить весь огонь на ней. То есть все как бы отвлеклись от общего несправедливого вердикта, который только и имеет значение, да? Вот, и все, вот Аделаида Бёрд, вот Делахоя, там Бернард Хопкинс, оба тут же высказались, вот это, конечно, безобразие, но вообще-то Канело выиграл 115-113. Вот, ну, мы не будем настаивать, ну, конечно, спасибо вам большое, честные ребята, вот, но они другого не могли сказать, они из той команды, вот. Тем не менее, вот это прекрасный был ход организаторов, я еще раз повторю, что они отвлекли внимание от общего вердикта. Весь огонь сосредоточился на Аделаиде Бёрд. И тут же там председатель этой атлетической комиссии выступил ее в защиту. Там, в общем, ее строго не накажут, не беспокойтесь. Девушка сыграла свою роль. Там, как ее отблагодарили, это ее дело. Вот. А мы имеем, так сказать, несправедливый вердикт, который никто толком серьезно не оспаривает. Все были заняты тем, что топтали Аделаиду Бёрд. Ну вот объявлен результат, на ринг вылезает известный обозреватель, не обозреватель это я, а он комментатор и все на свете, Макс Келлерман, такой харизматичный персонаж. Вот, обычно он такой орел, такой с такими глазами, таким горят, а тут он совершенно не похож сам на себя и выглядит как эта булгаковская девица со скошенными от постоянного вранья глазами. Он как-то весь как-то вот так, все какой-то он такой вот жаленький такой вот он там, вот, странный такой. И он изо всех сил пытается сделать вид, что он верит в то, что он говорит. Получается плохо. Он пытался поверить он в официальный вердикт. Вот. Но Канело, конечно, сказал, что он победил, там 8 раундов, странно, что не 14. Вот. А вот Головкин выглядел на удивление довольным. Я понимаю Геннадия, он рад, что у него хотя бы пояса не украли, о чем он, в общем-то, прямо сказал. Ну и он надеется на матч-реванш. Когда ты, уже будучи немолодым человеком, сорвал большой куш, хочется сорвать его еще раз. И если бы я мог чем-то помочь ему, я бы помог. Вот. И так я могу только радоваться за него. То есть, понимаете, здесь вот в чем гениальность комбинации. Обобрали, а даже обобранный как-то доволен. Да? Он не протестует, не шумит, не бунтует. Вот. А что там говорить о публике? Правда, тут в дело вступила несистемная оппозиция. Это уже буквально в тот же день, но там, может быть, на следующий день стали высказываться всякие люди из мира бокса, там Леннокс Льюис, Джордж Форман, Шейн Мозли, известный тренер Тедди Атлас, которые все сказали, что победил Головкин. Вот. Но здесь мы тоже наблюдали интересный такой момент, когда несистемную оппозицию, такую неуправляемую, стали превращать в системную, которая очень хорошо знает свое место. Вот. И, допустим, Джордж Форман сказал, что победил Головкин, а потом как-то, ну, в общем, нокаута не было там, а раз нокаута не было, жаловаться, на что там жаловаться и так далее, и так далее. Вот, то есть, вот он уже и системная оппозиция, вот он уже и такой вот Зюганов такой, в общем, он знает свое место, вот, и все хорошо. Там, в общем, встал в один ряд с этим Максом Келлерманом, который всегда, так сказать,
лучше, чем Макс Келлерман сыграл свою роль, потому что Келлерман так он режет правду матку, разрешенную вот с таким вот взглядом, да, а тут человек, в общем, так покабенился, а потом сказал то, что надо. Из общего ряда выпал Тедди Атлас, но, понимаете, Тедди Атлас, он очень яростно выступил так сказать, в пользу Головкина, но Тедди Атлас, я уж продолжу такие политические параллели, это такой Навальный американского боксерского мира. Вот. Ему положено быть недовольным, все знают, что он недоволен. Вот. Ну и к этому как-то так достаточно легко относятся. Ну что там, конечно, недоволен Атлас, а когда он был доволен в последний раз? Ну а теперь что мы имеем в сухом остатке? Главный победитель Альварес и те, кто стоят за ним, вполне возможно, мы их имен даже не знаем, он теперь сам будет решать, хочет он матч-реванш, не хочет он матч-реванш. Точнее, это будет решать все та же самая подводная часть айсберга. Вот, я думаю, что если даже дадут матч-реванш, то время подтянут, дав, так сказать, возможность Головкину еще чуть-чуть состариться. Вот. Еще раз повторю, что тут гениальность всей комбинации заключается в том, что, в общем-то, всех обули и обутые довольны. Вот, и вот я только один недоволен. Ну, что с меня взять там, блин. Это такие, как я в царской России жидовский смутьян называли. Вот жидовский смутьян всегда недоволен. Ну, еще парочка таких же. Вот, ну, мы пошумим и заглохнем. И, в общем, туда нам и дорога, но главное только, чтобы вот бой все-таки, матч-реванш состоялся. Очень хочется увидеть серьезный матч-реванш, и чтобы там только Аделаиды Бёрд не было, и судейская бригада была бы, так сказать, со своими мозгами, а не с чужими. И с какой-то совестью хоть, с какими-то признаками ее. Это все, я понимаю, что совесть жить мешает, но все-таки не совсем же от нее отказываться. Ну, я как маленький такой местный Тедди Атлас, провинциальный, вечно всем недоволен. А как вы думаете, поделитесь своим мнением в комментариях или в соцсетях. С удовольствием вас почитаем. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал Russian Fight Club, ставьте лайки, колокольчики и все такое. Будем благодарны, если поделитесь видео в соцсетях. И смотрите нас снова.